Медвежьими углами называли в старой России необжитые места. В одном из таких медвежьих углов, на удалении 3000 километров к востоку от Москвы, в конце прошлого века родился город. Место, где Великая Транссибирская магистраль должна пересекаться с могучей сибирской рекой Обью, выбрал Николай Гарин-Михайловский, талантливый русский инженер и известный писатель. На этом перекрестке был поставлен мост, со строительства моста и началась история города. Таежной просеке на правом берегу суждено было стать главной улицей, Красным проспектом. Сейчас Новосибирску 83 года, живет в нем почти 1,5 миллиона человек. До 40 градусов жары летом, до минус 50 зимой. Такой перепад температур в 90 градусов испытывают сибиряки. Это, конечно, закаляет их и, может быть, делает особым сибирский характер. Во всяком случае, здесь очень популярен этот вид спорта – зимнее купание. И не случайно именно этот город дал миру чемпионов по мотогонкам на льду. Свой особый сибирский характер проявили новосибирцы во время Второй мировой войны. Они сражались там, где надо было стоять насмерть. С подвигом сибиряков связан разгром фашистов под Москвой. Тридцать тысяч новосибирцев не вернулись в родной город. 30 тысяч имен на этой стене. Лучшим летчиком союзных войск называли во время войны Александра Покрышкина, новосибирца, которому за особый героизм поставлен памятник при жизни. Еще задолго до войны, когда Новосибирск был совсем молодым городом, его уже называли столицей сибирской промышленности.
Великая Транссибирская магистраль, которой город обязан своим рождением, Великая Сибирская река, на которой он стоит, и огромные природные богатства Сибирского края — все это и определило бурный рост молодого гиганта. Новосибирск и сегодня самый крупный промышленный город Сибири. Во многих странах мира, в том числе и высокоразвитых, проявляют деловое любопытство к продукции новосибирских заводов. У нас 12 месяцев зима, а остальное лето, шутят сибиряки. Ну, 12 не 12, а уж 6 месяцев это точно. Снег, метели и морозы. Поэтому проводы зимы — самый веселый праздник в Новосибирске. Зиму просто-напросто сжигают. Душа города, его люди, лицо, его дома. Сохранился самый первый деревянный дом Новониколаевска. Так раньше назывался Новосибирск. В облике города отразились все архитектурные веяния века. Проект этого жилого дома получил гран-при в 1937 году на Всемирной выставке в Париже. Здание оперного театра стало своеобразной визитной карточкой города. В годы войны здесь хранились сокровища Эрмитажа, Третьяковской галереи и других музеев страны. Эти дирижерские палочки оставили на память театру музыканты из Англии, Франции, Японии. Молодой балет Новосибирска часто представляет сибирское искусство за рубежом. В городе 500 библиотек. Об одной из них, государственной, публичной, научно-технической, рассказывает ее сотрудник Владимир Алексеев. Библиотека, в которой я работаю, одна из крупнейших в Азии. В ее фонде насчитывается свыше 8 миллионов книг. Но среди вот этого вот книжного моря особое место занимает то собрание
с которым мы работаем, собрание редких книг и рукописей. Их насчитывается всего-то около 10 тысяч. Но эти 10 тысяч являются интереснейшим памятником культуры Сибири. Собраны в нашем отделе и документы, документальные материалы. Вот любопытная грамота, данная Петром Алексеевичем в конце 17 века. Видите, что по краям грамоты златописцами царской мастерской с необычайной тонкостью исполнены гербы различных провинций российского государства. Здесь вот вы видите в числе 3 главных гербов герб Сибири. Соболь на гербе Старой Сибири. Жизнь теснит исконных обитателей медвежьих углов. Однако грустно было бы примириться с мыслью, что они останутся жить лишь на картинках. Маленький парадокс. Львы, которые в неволе обычно не приносят потомства, попав в Новосибирск, изменили своим правилам. Видимо, им не беда, что здесь маловато природного тепла. Было бы тепло человеческой заботы. Новосибирские ученые-биологи считают, что круг домашних животных можно расширить, включив в него некоторые семейства хищников. С этой целью изучаются повадки пушистых обитателей сибирской тайги. Так проявляется инстинкт исследования у маленьких хорьков. Соболь – символ Старой Сибири, символ науки в гербе Новосибирска. Наука, без которой теперь уже немыслимо дальнейшее освоение Сибири, в конце 50-х годов избрала своим центром Новосибирск. Из европейской части Советского Союза сюда приехали многие крупные ученые, основали экспериментальные лаборатории, исследовательские институты, целый научный город, который известен как Новосибирский академгородок. Сейчас в научном центре Сибири сосредоточены институты 3 академий страны. В городе 76 тысяч студентов. Последний день в своей альма-матер вот эти студенты-медики. Сейчас они готовятся к принятию присяги. В основе ее древняя клятва Гиппократа. Верность этой присяги клянусь пронести через всю свою жизнь. Клянусь пронести через всю свою жизнь. Клянусь. Клянусь. К профессору Евгению Мишалкину
едут за тысячи километров, отовсюду. Он знаменит своими так называемыми операциями на сухом сердце. Максимальная продолжительность операции 5-7 минут. И каждый раз огромный риск. Но зато сколько спасенных жизней. Мы спросили, трудные были операции? Я рассчитывал, что они будут легче. Один больной много лет не решался оперироваться. И сердце у него очень устало, износилось. Миокард оказался дряблый, который не хотел держать ниток. А второй просто очень сложный порог. Евгений Николаевич, вы сибиряк? Я нет, приезжий. Но говорят, что можно получить право гражданства после 5 лет жизни в Сибири, а я прожил уже 16. Так что, наверное, можно считать меня сибиряком. А с Сибирью вы как, надолго связали свою судьбу? Ну, я думаю, что в 60 лет уже поздно что-нибудь искать. Лучше. В 60 лет можно уже жить постоянно там, где живешь. Мне Новосибирск нравится, ну, я уже вам сказал, тем, что он очень хорошо расположен в смысле окружающих природных условий. Потом я как депутат горсовета представляю себе, каким он станет через 10-15 лет. Через 10-15 лет. Городу будет уже около 100. Но и сегодня Новосибирск волнует умы и сердца. И познакомиться с ним хотят многие. И город принимает королей и глав правительств, деятелей науки и искусства, именитых людей со всех концов земли. Космический экипаж «Аполлон-Союз». Нам очень повезло, сказал американский астронавт Томас Стаффорд, что мы попали в Новосибирск в прекрасную пору золотой осени. Нам понравился ваш большой, просторный город, понравились ваши энергичные люди. Городу и людям мы желаем счастья. Золотая осень в Новосибирске, городе, ставшем олицетворением Новой Сибири.